Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать вот такой красивый, очень оригинальный, элегантный летний джемпер узором сеточкой. Нашла его на просторах интернета, заинтересовала меня эта картиночка, эта модель, но описания я не нашла. Вернее, там что-то было, по-моему, платное. Вот, поскольку узор мне показался достаточно легким, я просто подобрала такой узор сама. Нашла выкройку похожую. У меня аналогичная модель идет как раз раньше. Такая синенькая, тоже летний джемперочек с цельновязанными рукавами. Из нее я взяла выкройку, немного ее переделала, девочки, и, пожалуйста, вот все, что получилось. Смотрите, если вы недавно начали вязать, ну или хотите связать какой-то новый джемперок без заморочек, знаете, так по-быстрому, но при этом, чтобы модельчика была красивой, простой, то вот эта модель как раз тот самый идеальный вариант. Да? Она очень просто вяжется, элементарно. 2 петли у нас раппорт узора, представляете, всего 2 петли раппорт узора, когда вы такое видели, и 12 рядов в высоту. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Чередуем изнаночную лицевую гладь. Да? Сейчас я вам приближу. У меня есть даже увеличенная картинка, смотрите. Вот эта модель, видите? Вот этот узор, видите? Я его увеличила. Просто элементарно вяжется данный узор. И каким образом я подобрала к нему узор, вы не поверите. Смотрите. Я нашла вот такую модель, вот такую даму нашла экзотической внешности. Мне очень понравился, в принципе, этот джемпер. Я думаю, что узор не от нее, да, все-таки здесь идет явно платочная вязка, а у нас там немножко, но сеточка та же самая. Вот эта сеточка, да, это то же самое. То есть, в принципе, вот вам вариант, тоже цельнокроенные рукавчики, спущенные такие, тоже похожая моделька, да. Очень красивая, элегантная моделька. Но не эта, а ту, которую я вам только что показывала. Так, и вернемся к нашей модели. Смотрите, и узор к ней был вот такой, прям готовый, нашла в интернете вот такую схему. Представляете? Посмотрела, но это же то же самое, что у нас, да? Вот схема. Это же то же самое, что у нас на модельке. Вот так мне повезло, и даже схему не пришлось рисовать. Хотя мне кажется, что я бы и нарисовала эту схему сама. Ничего здесь нет сложного, согласитесь. 2 ряда изнаночной глади, потом 2 ряда лицевой глади, потом опять 2 ряда изнаночной глади, и вот эта сеточка, да. Сеточка вообще элементарно вяжется. 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид. То есть, девочки, узор для новичков, реально. Ну или для дам, которые хотят что-то по-быстрому, элегантное и такое приятное к лету себе связать. Тем более, такая моделечка, сейчас опять возвращаюсь, такая моделечка, она подходит на любую фигуру. То есть она широкая, крой такой свободный, да, спущенный рукавчик, вырез лодочкой я сделала. Ну, давайте все более детально. То есть выкройку я немножко поменяла. Там была такая, вырез немножко был, а здесь совсем вырез лодочкой. Итак, давайте сейчас с вами посмотрим, начнем с самого начала. Значит, у нас с вами сегодня в мастер-классе будет выбор пряжи прям конкретный, да, спицы мы подбираем, вяжем этот узор, рассматриваем все нюансы данной модели. Ну, в принципе, мы их уже с вами рассмотрели, да. Мы с вами делаем расчеты попетельные,
с помощью плотности, которую мы тоже сегодня с вами прямо на нашем образце определяем и считаем. Итак, мои хорошие, у вас будет полноценное описание на 6 размеров составлено, и я выложу эти размеры, вообще все это описание под видео. И для вашего большего понимания, тем более если вы новички, значит, у меня готовый мастер-класс по расчету любого вязаного изделия, будет ссылочка под видео, и мы с вами в конце видео, как всегда, разбираем конкретную модель с расчетами. Я рассказываю, откуда что берется, да, откуда берется такое количество петель, почему на вырез горловины столько петель берется и столько петель откладывается на рукав. То есть все попетельно разбираем, я вам все рисую и рассказываю, мои хорошие. Итак, начинаем с выбора пряжи. Всем, кому интересна данная модель, остаемся со мной на канале, смотрим мастер-класс внимательно и с интересом. Для вязания этого красивого джемпера, топа летнего с узором сеточка я выбрала пряжу Alize Cotton Gold Hobby. Цвет 382, 50 грамм, 165 метров, турецкая хорошая пряжа. Состав ее полухлопок. Ищем. Состав 55% хлопок, 45 акрил, как видите, да? Так, девочки, и хотела бы я по поводу ее качества сказать. Мне очень нравится пряжа вообще Alize. Я считаю, очень бюджетная и качественная, хорошая штучка. Я покупала и итальянскую пряжу, и немецкую пряжу, и другие разные. Я не вижу особой разницы, но цена практически в 2 раза выше обычно у таких марок. Так, я хотела вот еще что сказать по поводу пряжи. Это то же самое хобби, вот это. Смотрите, Alize Cotton Gold – это такая же самая пряжа, только у нее другой метраж. В Alize Cotton Gold 100 грамм 330 метров, а в этой, да, то есть половиночка у нас 50 грамм 165 метров, понимаете? А качество одно и то же, это та же самая пряжа, только разные по метражу. Вот, просто у меня не нашлось такого красивого бежевого оттенка, видите, у меня там молочный есть, еще какие-то. И поэтому я взяла маленький клубочек. Но вы, в принципе, можете заказать такой же цвет. Они там, кстати, совпадают цвета, только в большем метраже. Вот таким вот образом. Ну, просто мои личные наблюдения. Вот так выглядит наш узор с вами, девочки. Так. Очень простой узор, сеточка. Да. Сейчас я вам его вот так покажу. Сеточка не слишком такая уж прям сильно просвечивающаяся. Довольно оптимальная такая приятная сеточка. И очень будет нежный, красивый и приятный топ получаться таким узором. Ну, вы сами видели. Вещь гламурно выглядит, да, изысканно. Я считаю, интересная такая задумка дизайнера. Давайте ее воплотим в жизнь самостоятельно, да. Узор я подобрала. Я не нашла описания для этой модели. Я нашла бесплатно, я имею в виду. Я видела, что платно продается описание для этой модели. Ну, зачем нам нужно описание, мы его и сами составим, а схему я просто чисто случайно, визуально, у меня уже была модель, я вам покажу сегодня этот джемпер с такой же сеточкой. Просто я взяла из другой модели такой же узор, вот и все. Давайте посмотрим эту схему. Она очень простая, прям для начинающих, самое что надо, учиться вязать. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Вы ее уже видели, я уже сказала, с 1 по 12 ряд и 2 петли у нас раппорт узора в ширину. Условное обозначение простые, да, изнаночная петля это горизонтальная черточка, лицевая петля это вертикальная черточка, и вот эти галочки это 2 вместе лицевой, а подковочка это накид. Все.
элементарная выкройка. Элементарно. Будем вязать сегодня с вами порядно, каждый ряд. Кому непонятно, новичкам особенно, все объясняю, да. Теперь смотрим выкройку, девочки. Выкройку я немножко изменила. Сделала скос рукава, потому что у модели он явно... Я сделала его небольшой, то есть, смотрите, всего 2,5 в высоту сантиметра. По-моему, у модели он чуть больше. Ну, не думаю. Смотрите, значит, как я уже сказала, 44-46 у нас будет сегодня в расчетах использоваться. Затем 48-50 и 52-54. Вот эти все величины вот здесь показаны внизу ширина переда и спинки. Так, ну и, в общем-то, кому надо, делайте скрин, девочки, этой выкройки. И наше, как всегда, описание, которое я выкладываю под видео. Вот она вот так выглядит. И то же самое вы увидите конкретно под видео. Размер я перечислил, расход пряжи я назвала. Спицы 3,5, расход пряжи 300-450 грамм, в зависимости от размера. То есть небольшой расход, я думаю, будет. Так, ну и на спицы набираем такое количество петель, планочкой вяжем резиночкой 2 на 2. Почему такое количество петель, я объясню в конце видео. Кому надо, смотрите внимательно видео мастер-класс до конца. Так, ну и вся последовательность ваших действий при вязании данной модели здесь изложена мною. Все. Перед у нас так же, как и спинка, сборка элементарная. Плечевые швы и боковые швы выполняем. Вот и вся модель готова. Даже вырез горловины обвязывать не надо, потому что там будет красивое закрытие петель. Так, по поводу швов. Я думаю, что у новичков вызовет вопрос, как сшивать. Я показываю ссылочку под видео будет, как я сшиваю. У меня есть готовая модель, которую вязала я конкретно, да, подробные мастер-классы по вязанию. И я сделаю нарезку этих видео и выложу под видео вам ссылочки на эти мастер-классы, чтобы вы могли точно знать, как можно сшить вязаные изделия. Так, ну и все, собственно. Все, мои хорошие. Давайте приступим к вязанию образца. Схему, которую мы будем сегодня использовать, я вот так нашла ее. Так она у нас выглядит. Это я тут неправильно написала. Так, и смотрим. Значит, у нас будет раппорт узора 12 рядов и 2 петли всего в ширину. Такой простой узор. Вот этот значок обозначает 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Тут я все решала, как справа влево сделать. В общем-то, я пыталась подогнать схему под тот оригинал, который я вижу на модели, да. Я думаю, что узор удался. Вот именно так он и смотрится там. И пряжу, естественно, собиралась и подобрала. Итак, мои хорошие, давайте приступаем. Первый ряд. Первый ряд узора. Все петельки изнаночные вяжем. Вяжем так, девочки, до конца ряда. Я вяжу бабушкины петли за заднюю стеночку у меня получается. Так, продолжаем вязать. Второй ряд вяжем, как смотрят петли. Они у нас с вами смотрят все лицевые, поэтому вяжем второй ряд все лицевые петли. То есть у нас с вами первые 2 ряда это изнаночная гладь. Продолжаем. Третий и четвертый ряд это лицевая гладь, то есть в третьем ряду мы все петли вяжем лицевыми, а в изнаночном ряду в четвертом все петли вяжем изнаночными. Продолжаем. 5 и 6 ряды у нас с вами изнаночная гладь, то есть мы с вами вяжем первый ряд изнаночные петли, вернее не первый, а 5 ряд вяжем изнаночные, а 6 ряд вяжем лицевые петли, то есть изнаночная гладь, 2 ряда вяжем. 7 ряд вяжем, показываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я бабушкины петли вяжу, я вот так привыкла.
У меня первая петля за работой, вторая поверх нее накидывается. Вяжу 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. И так до конца ряда, девочки, вяжем. Так, смотрите, 8, 10 и 12 ряды нашего узора, то есть наши изнаночные ряды, мы будем вязать изнаночными петельками, в том числе и накиды. То есть вот у меня сейчас 8 ряд, да, я показываю, ну, вы и так знаете. Накид я вяжу изнаночный, далее у меня идут изнаночные петли, все с накидом вместе. Вяжем так, девочки, до конца ряда. 9 ряд у нас с вами. Смотрите, значит, вяжем первую петлю лицевую, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид. 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 Вяжем так до конца ряда. Заканчивается у нас с вами этот ряд лицевой петлей. Накид, потом лицевая петля. Вот так. Такое смещение небольшое. Смотрите, видите? Вот я связала 2 вместе лицевой. Это конец 9 ряда. Я делаю накид. И последняя петля у меня идет лицевая, кромочная, изнаночная. Все. 10 ряд, как я говорила, все петли изнаночные вяжем. 11 ряд вяжем. Начинается 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Девочки, так до конца ряда вяжем. Все должно закончиться накидом. Продолжаем самостоятельно. 12 ряд вяжем, как смотрят петли, они у нас смотрят изнаночными. И затем повтор раппорта у нас с первого ряда идет. Вот и все. То есть раппорт мы с вами сейчас уже заканчиваем вязать. Продолжаем. Так, девочки, я связала образец, да, у меня тут уже, я уже тут пошла, получается, на 4-й раппорт. Но мне это не нужно. Я просто хотела вам показать очень красивый, необычный узор. Вернее, он обычный, но очень привлекательно смотрится. Такая сеточка, да, красивая. Для джемпера очень красиво будет. Итак, давайте с вами сделаем влажную тепловую обработку, чтобы узнать, какая у нас плотность вязания. Так, делаем влажную тепловую обработку горячим паром. Обдаю я наш образец и тяну его. Тяну не только вверх, но и в ширину. То есть равномерно надо потянуть его. Он влажный, очень податливый, удобно тянуть его. Не переживайте, что перетянете, он не перетянется. Он все равно после того, как высохнет, примет свою форму. Так, все. Можно оставлять наш образец сохнуть. Итак, давайте обычной линеечкой. Так, образец высох, да? Сейчас мы будем мерить с вами плотность. Значит, прикладываю я линеечку, меряем. 18,5 сантиметров у меня везде. 18,5. Мы набирали 36 петель. 36 поделить на 18,5. 1,95 округляем сотых. Запишем, что в 1 сантиметре
у нас 1,95 петель. Ну, практически 2 петли в 1 сантиметре, да? Но я хочу быть более точной. Теперь по вертикали то же самое. Измеряем высоту. Свободно его вот так положили, без всяких напрягов, чтобы лежало полотно. Измеряем. Что у меня получается 17 сантиметров. Сейчас надо посчитать, сколько рядов в образце. У меня 38 рядов, я еще 2 рядка связала, то есть у меня 3 раппорта по 12 рядов и еще 2 рядка я связала изнаночной глади. Получилось 38, поделим на 17 сантиметров, которые мы измерили. И получается 2,23, ну 2,2. Запишем плотность по вертикали. То есть я пишу в 1 сантиметре 2,2 ряда. Вот такие цифры понадобятся нам сейчас, чтобы сделать расчет по выкройке. Итак, смотрим выкройку. У нас сегодня, девочки, очень простая модель. Простая в плане и выкройки, и узора. Вот такая выкройка. Я ее немножко перекроила. И уже все тут наметила с размерами. Определилась. Значит так, смотрите, что у нас получается. Первые 6 размеров у нас будет участвовать. Первый размер 44-46, второй размер 48-50, третий 52-54. Теперь ширина переда и спинки. Смотрите, свободный крой у нас, очень свободный крой. И немного такие цельновязные рукавчики, вот дополнительные петельки. Смотрите, значит, у нас будет 53 сантиметра ширина на 44-46 размер. Дальше ширина спинки и переда одинаково вяжется. Второй размер 48-50, ширина спинки у нас получается 29,5-59 сантиметров, правильно? Да, 59. И третий размер 52-54, ширина спинки 63 сантиметра. Так, и смотрите, что у нас получается. Здесь 53. Давайте с вами сразу. Я просто уже посчитала, все написала и немножко отвлеклась, и вылетело все из головы. Вот сейчас заново все вспоминаю. Так, давайте с вами считать петельки. Да? 53 сантиметра первый размер. Умножаем на плотность по горизонтали. Вот наша плотность с вами. Смотрите, в 1 сантиметре 1,95 петель. Да? То есть мы умножаем на нашу горизонтальную плотность 1,95. Это будет, девочки, должно быть четное число, поскольку в раппорте у нас 2 петли, четное число 104 петли я написала. Так, второй размер. Значит, 59 сантиметров на плотность 1,95. Это будет 100. Тоже я написала 16 петель, поскольку у нас с вами должно быть четное число. Да? И третий размер 63 сантиметра на 1,95 плотность. Это будет 123. Так, 122 я написала петли, 123 не надо. Нам надо четное число. Так, как помните по схеме, вот у нас раппорт, это 2 петли. Мы так с вами и вязали. Так. Теперь что мы дальше с вами смотрим? Нам надо определиться с шириной выреза горловины. Ширина выреза горловины я сделала 12 сантиметров. Считаю, что это на все размеры будет нормально. То есть половинчатая это 24 сантиметра. Я думаю, что это нормально. У нас будет здесь на выкройке я сформировала скос рукава. Смотрите. Будем делать прибавки. Вяжем планочку резиночкой 2 на 2. Затем переходим на ажурный узор. Общая высота модели будет 56 сантиметров. Если вас нужно что-то длиннее или что-то короче, укорачивайте вот в этой части выкройки. У нас стоит мерочка 30 сантиметров от планки до рукава, да? Поэтому мы с вами будем руководствоваться этой длиной. И я скажу вам сразу, что эту длину надо перевести в ряды, руководствоваться, вязать рядами. 30 рядов умножить,
30 сантиметров умножить на нашу плотность по вертикали 2,2. Умножить на 2,2. Получим 66 рядов, девочки. То есть мы с вами после планки резинкой переходим на ажурный узор и до рукавчиков, до прибавок в рукавах вяжем 66 рядов. После этого мы с вами делаем прибавки. Вот здесь ширина рукава, вернее длина рукава 5 сантиметров. Да? Вот мы на 5 сантиметров, это 10 петель. Ну 5 я умножила на плотность 1,95. Да? Получилось 10 петель. То есть справа и слева добавляем по 10 петель. Итого 20 петель всего добавляем. И становятся у нас вот такие числа попетельно. 124 первый размер, 136 и 142 петли. Понимаете, да? Уже с рукавами. Далее вяжем на высоту. Здесь неправильная мерка. Я уже ее уменьшила. Смотрите, значит, я ее сделала, получается, 20,5. Вот. Ну, на все размеры, в принципе, нормальная толщина. Ну, если хотите, сделайте пошире себе рукав. В принципе, можно. Ну, и достаточно широкий все-таки, я считаю. Судя по модели, там довольно узкая вот эта часть идет, прилегает к рукаву, к рукавчику. В общем, давайте так, как здесь написано на выкройке. У нас будет я решила сделать скос, потому что я смотрю, у модели идет скос, да, и вырез лодочкой. То есть здесь никаких вырезов не формируется. Вырез лодочкой. 46 петель у нас, он будет 24, я умножил на плотность 1,95, получилось 46 петель на все размеры, я думаю, нормально. Если вам нужно увеличить, увеличьте, тогда на плечо меньше петель придется, да? Теперь из этого вот общего числа, которое у нас вместе с рукавами стало, надо вычесть вырез горловины, и мы получим, что останется на плечи, петельки. Нам это важно для формирования скоса. Смотрите, первый размер 124 петли, отнимем вырез горловины 46 петель. Получим 78 петель. Делим на 2 плеча, на каждое плечо 39 петель. Вот я это записала. Ну и соответствующим образом я поступала с другими размерами. У меня получилось на второй размер 45 петель и 48 петель. И на высоте определенной высоте от планки, я уже посчитала по моим меркам, это 50,5 сантиметров. Начинаем формировать скос рукава. Я также вот эти 50,5 сантиметров перевела в ряды. Я умножила 50,5 на вертикальную плотность 2,2 и получила 112 рядов, девочки, 112 рядов. То есть, связав планку, на высоте 112 рядов от планки я делаю рукав, формирую. В каждом втором ряду я закрываю третью часть рукава. Вот у нас эти петли я делю на 3. То есть в каждом, вот смотри, 39 поделить на 3, это 13 петель, да? 45 поделить на 3 это 15, и 48 на 3 это 16 петель. То есть в каждом втором ряду я целенаправленно формирую скос рукава. Справа и слева идут у нас одновременные убавки по скосу. И на высоте, общей высоте изделия, я уже про общую высоту изделия говорю, 56 сантиметров, мы закрываем оставшиеся аккуратно по лицевой стороне, закрываем лицевыми петлями петли выреза горловины. Она у нас будет лодочкой. Посмотрите на модель, именно там так все и есть. Как я уже сказала, под себя, пожалуйста, откорректируйте длину изделия, да? Возможно, вам захочется что-то поменять в ширине изделия, то есть, пожалуйста, свобода выбора. 2 петли в раппорте располагают к любой конструкции, да, меняйте ширину, хотите вообще еще более широкое, типа пончо связать, пожалуйста, сделайте пончо. На этом узоре пончо будет тоже очень красиво смотреться. Поэтому
Я, в принципе, вам все рассказала и объяснила. Описание будет, как всегда, под видео. Это для начинающих, действительно, для начинающих идеальная модель попробовать себя в силе, да. Всем, кому интересно вообще поучиться по поводу расчетов любого топа и джемпера, я под видео оставлю ссылочку на свой видео-мастер-класс бесплатный, причем по расчету изделия. Если у вас действительно серьезная заинтересованность, хорошо, интересно научиться вязать, пожалуйста, внимательно посмотрите это видео. Это очень ценная информация. Вы сможете вязать согласно этой нехитрой науке, которую я излагаю в своем мастер-классе, любой джемпер и любой топ. Любой, абсолютно любой. Наука там очень простая. Посмотрите ссылочку под видео. Итак, мои хорошие, я желаю вам удачи, связать эту красоту, чтобы все у вас получилось. До новых встреч, хорошие. Я уже все детали связала джемпера. И сейчас я вам буду показывать, как я собираю изделие в единое целое. Да? Вот у меня спинка, вот у меня перед, вот у меня два рукавчика. Вот, и в общем, мои хорошие, начинаю я всегда с плеч, да, то есть вот так плечики накладываю друг к другу, у меня лицом, да, идет. Плечики такие маленькие у нас. И начинаю сшивать. Сейчас покажу вам, как я сшиваю. Я сшиваю швом назад иголка, и делаю я это таким образом. Узелки я не делаю, иголочку с ниточкой. Я вот так в краешек и вот так ее оставляю кончик. Я его потом заделываю и фиксирую иголочку для того, чтобы, в общем, вот так я зафиксировала, да? Дальше я делаю стежок. Вот так. Иголочка у меня идет назад. Вот ниточка, вот иголочка. И я его вот сюда вот таким образом делаю. Стежок. Сделала стежок. Все, у нас эта ниточка мертвая. Мы ее так хорошо закрепили сзади. Это вот так выглядит. Опять иголочка у меня идет назад на стежок, на шаг, да. И снова я ее вот так делаю. Опять. И так далее. Вот такие стежки. Сзади у меня вот так она ложится, ниточка. И вот так я продолжаю до конца нашего плечика. Здесь я ниточку уже закрепляю узелком таким. Все. И отрезаю. Шов сделан. Также кончик оставляю, потом его заделывать будем. Аналогичным образом сшиваем второе плечико. Далее я всегда сшиваю бока, спинки и перед соединяю. Вот таким образом. Также таким же швом. Знаете, когда лицевая гладь присутствует, вот здесь, да, на узоре, я делаю по-другому. Я делаю такую крючком сшиваю, и у меня идет в край фабричный такой, прям фабричный шовчик. А в данном случае я буду пользоваться иголочкой, потому что изнаночная гладь мне нравится, как вот я делаю иголочкой шов. Так, то есть тут, видите, два разных приема. Также я, значит, иголочку не пользуюсь я узелками, да, все зафиксировать. Теперь резиночку тоже надо красиво здесь, чтобы она у нас красиво смотрелась, не сикося-накося. Поэтому тоже правильно соединить и сшиваем. Также назад иголочка у меня идет.
Переходим на узорчик от резиночки и продолжаем сшивать уже узорчик. Все, я вам показала, так до конца делаем, до проймы. Итак, мои хорошие, при совмещении узоров важно, чтобы шов у нас, узорчик, да, соответствовали. Друг другу прикладываем спинку и перед, да, чтобы они друг другу соответствовали зеркально, вот так симметрично было это красиво в узоре, да. Здесь потом мы все отпарим, и будет красивый шов, малозаметный по узору. Согласны со мной? Вы обязательно это учитывайте. И у резиночки тоже делайте вот так красиво, чтобы было, видите? Сейчас наша задача поднять петельки для горловины, по линии горловины, спереди и сзади, да, чтобы сделать планку, связать. Для этого я беру, значит, вот у меня 3,5 спицы, можно троечку взять. И, в общем, знаете, первую петлю обычно лучше крючочком вытаскивать. И смотрите, я начинаю вот с этого плеча, да, это вот у меня, значит, лицевая сторона передо мной. И вот отсюда с плеча я, значит, делаю первую петельку. Скажем так, вот отсюда. Хорошо зацепим. Первую петельку сделала. Снимаю я ее на спицы. И дальше вот таким образом завожу и вытягиваю петельку. Раз, два. Теперь с частотой с какой, смотрите. Ну, как-то вот так, мои хорошие. Никогда я не делаю каких-то расчетов определенных, там, сложных. Все как бы делаю на глазок. Чтобы не было очень туго, чтобы не было... Вот так у меня получается, видите? Ну, какие тут можно сделать расчеты? Ну, ориентировочно 80-90 петель. И то ориентировочно. Так, тут же все равно будет сейчас резиночка у нас. Чтобы не очень туго и не очень свободно было. В общем, вот с такой периодичностью спицами я поднимаю петельки. Следующее, что мы с вами делаем сейчас. Значит, я посчитала петли, и мы сейчас уже с вами будем вязать резиночку 1 на 1. У меня 90 петель получилось, то есть по переду 50 и по спинке у меня получилось 40 петель набрано. И вяжем с вами резиночку 1 на 1, то есть смотрите, резиночку вяжем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так мы вяжем с вами, чередуем до конца, то есть, ну, круговое вязание. Вяжем по кругу, таким образом, резиночкой, на нужную нам высоту. Приблизительно высота будет 3 сантиметра. 3 сантиметра. Вот таким образом. Я это показывать не буду, я вам покажу, как я петельки буду закрывать уже эластичным способом. Так, ну все, не буду вам дальше все это показывать, и так понятно, да? Вот так. Хотела бы вам показать, как я закрываю петли горловины. Смотрите, вот у нас горловиночка уже провязана, да? И начинаем закрывать петельки. Я это вот так делаю. Значит, обычным способом. Даже смешно показывать, честно говоря. Просто закрытие петель. Все.
вот так вот как-то, мои хорошие, я это делаю. Стараюсь, чтобы не перетянуть и не слишком свободно было. Вот такой вот получается у нас средний вариант. Ну и слишком разболтано тоже старайтесь вот эта петля, чтобы была, ну, не затянута уж слишком, но и не слишком такая. То есть я вот эту ниточку постоянно подтягиваю, видите? Вот видите, подтягиваю ее чуть-чуть, всегда сдвигаю, чтобы не очень затягивать, и в то же время, чтобы не очень она была разболтана. Надо какого-то такого оптимального варианта достичь. Вот. Продолжаем. Вот таким образом закрылась у меня, значит, моя резиночка. Вот так. Петелька одна осталась, да. И я сейчас ее крючочком аккуратно заделаю, да? Вот таким образом. Ну и все, мои хорошие, собственно, я всегда вот так делаю. Не знаю, как вы. Я видела там разные другие способы, да. Ну, в общем, у меня вот такой способ. Все. Дальше заделываем. Уже более тонкий надо крючочек взять. На изнаночную сторону ниточку вытягиваем. Все. Так, это все мы заделываем потом, когда... Сейчас наша задача шить рукавчики. Это вот у нас по спинке получился такой вот аккуратный вырез, да. И по лицу вот такой вот вырез получился. Отпариваем всякие, вот горловину тоже отпарить нужно, соответственно, да, согласитесь, вот здесь. Так, давайте продолжаем аналогично. Второй рукавчик втачиваем. Итак, мои хорошие, закончил я работу над этим джемпером. Вот так теперь выглядит он у нас. Все, здесь есть и вырез горловиночки обработали сегодня. И рукавчики у меня оба втаченные оказались. Все хорошо, все красиво. Вот. Ну а так, мои хорошие, давайте с вами оставаться на связи. До новых встреч. И, в общем-то, буду вас пытаться радовать новыми мастер-классами.